Здравствуйте, уважаемые друзья! Я знаю, что вы ждали этой встречи, и я также предвкушала встречу с вами сегодня, также думала о тех, кто сегодня вместе со мной проведет этот эфир. Друзья, сегодняшняя тема очень серьезная и касается каждого человека. Называется она «Тайны восхождения души». Как всегда, приготовьте блокноты, и в конце нашей передачи я обязательно дам вам советы и рекомендации понимания тайн восхождения души. Мы обязательно поговорим с вами и разберемся в вопросе, как понять, восходящая душа у человека или не восходящая, как понять, молодая душа или уже зрелая, мудрая, как понять этапы эволюции души. Сейчас, как никогда, в это очень непростое время перехода с одного состояния в другое состояние, время, когда человечество жестко, мучительно, но все-таки вступило в этап эволюции и души, и сознания, и человечество начало свой эволюционный этап развития личностного роста. Как бы сложно и тяжело не было, многие люди задают себе вопрос: в чем эволюция души? Каким образом эволюционирует душа? Что такое душа? Как она выглядит? Многие ученые стараются раскрыть этот очень серьезный вопрос, и многие ученые стараются понять тайну глубины человеческой души. Насколько это возможно для вашего понимания, я постараюсь сегодня раскрыть эту тему и постараюсь наполнить вас, ваши души, ваши сердца, ваши семьи, ваше сознание, ваши мысли теплом, любовью без условий, пониманием, терпением и высокими вибрациями. Итак, поехали, друзья! Тайны восхождения души. Человеческая душа проходит 3 этапа высочайшей, величайшей эволюции. Эти 3 этапа растянуты в космосе в вечности. Да, можно сказать и так: душа эволюционирует в вечности. Для этого ее процесс восхождения поделен на 3 составляющих этапа, 3 основных этапа. Другое дело, проходит ли каждая душа эти 3 этапа? Нет, не каждая душа проходит 3 эволюционных этапа души. Но для целостного эволюционного развития души необходимо вашей душе пройти и совершить 3 величайших этапа эволюции. Первый этап эволюции состоит в том, чтобы душа человеческая прожила опыт человеческой жизни в материальном физическом теле. Временно отдыхая в тонких измерениях в послесмертном опыте, она каждый раз выбирает свой процесс эволюционного развития и воплощается снова. Она идет сюда, в этот плотный физический материальный мир, с целью познать опыт материальной физической жизни. Вы спросите, почему? Так все просто. Природа человека – материальные сыны Бога, сыны Творца, Создателя, сыны высшего разума. Раз так, значит, душа ваша первично, изначально обязана и просто хочет сама и желает сама того пройти эволюционное становление, эволюционную жизнь в физическом материальном теле. Живя в физическом материальном теле, и вам для этого этапа эволюции отведено 1000 жизней, и число 1000 – это является вселенское космическое число, которое участвует в сакральном строении и исчислении космической реальности. Эта 1000 жизней дана вашей душе для того, чтобы душа познала те знания, которые она имеет на опыте физической материальной жизни. Но познать
опыт — это еще не все, это совсем мало. Познавать опыт душе необходимо таким образом, чтобы в завершении познания опыта материального физического душа все-таки стала развитой и перешла на уровень и стадию духовного развития, устремилась к духовному развитию. Это дает возможности и способности вашим душам в целостном состоянии, в присутствии опыта, памяти и более осознанного состояния перейти на другие планетарные уровни эволюции, где ваша душа пройдет следующий, второй этап эволюционного развития – развитие в марантийном, газообразном состоянии, которое даст возможности вашей душе познать более высший уровень реальности, где она уже будет в таком срединном состоянии, уже не в физическом плотном состоянии, но еще и не в духовном развитом состоянии, в переходном этапе. Да, имея тонкое марантийное состояние тела, она будет жить в теле маронтии, состоящей из маронтии, из марантийного состояния. Она пройдет также эволюционные этапы становления и устремится, раскрыв определенные уровни восприятия, практически 48 чувств восприятий, она приобретет в марантийном состоянии, претерпит 570 трансформаций и устремится к следующему, завершающему, самому долгому и самому великому, самому прекрасному пути восхождения – это духовному состоянию, где в триедином состоянии она раскроет свою триединую природу. Первая природа – физическая, вторая – марантийная и третья – духовная. В триедином состоянии состояние вашей души, эволюция вашей души раскроется в полной мере и в полной степени. Но, друзья мои, скажу вам, что на таких заблудших, падших планетах, как эта планета, многим душам не удается совершить этот величайший путь триединого состояния своего развития. Почему? Да потому что очень много вредителей на этой планете, падших существ, потомков падших богов, которые жили на этой планете, которые свершили это падение, которые ввели человечество в глубочайшее религиозное заблуждение, назвав человечество рабами, рабынями. В связи с этим, конечно же, человеческие души уходят с правильного, целостного, триединого состояния эволюции своей души. Уходят и эволюционируют только в двух этапах, в двух состояниях, где раскрывают только свою двойственный аспект, двойственную природу. Раскрываясь в энергии духа, они не могут устремиться к раскрытию природы высшего разума, того Творца, который создал абсолютно все. Да, это тоже эволюция, где раскрывается определенное только состояние души, но эволюция души, не дающая целостного состояния развития. Можно сказать так, остается что-то в таких душах, что не является полностью раскрытым, полностью прожитым, полностью испробованным, полностью воссознанным в определенном космическом процессе реальности. Да, друзья мои, ваши души пришли сюда, на этот физиологический уровень своего духовного развития, все-таки устремлены к высшему. И каждая из ваших душ желает раскрыть самое высшее. Но давайте поговорим с вами, что и кто мешает человечеству на пути восхождения души, что уводят огромное количество людей, особенно сегодня, особенно сейчас, когда разбросано очень много эгоистических ловушек, что уводит человека от правильного пути восхождения. Очень много есть причин, но самая главная и основная причина – это то, что человечество ввергнуто в обман, в заблуждение, в иллюзорную духовную слепоту, духовную заблужденность, духовный фанатизм, который не дает развития, который, наоборот, еще больше устрашает души, еще больше угнетает души человеческие, еще больше вводит в заблуждение.
И как же вам непросто во всем этом разобраться? Как же вы ищете этот главный, основной, высший путь? Как же вы все хотите разобраться и вступить все-таки на правильный путь духовного развития? Друзья, я сталкиваюсь с этим практически каждый день в своей жизни. Проводя консультации и работу с людьми, я вижу, как же вам сложно, как вы многие боитесь, с одной стороны боитесь, а с другой стороны все-таки продолжаете искать этот правильный путь, эту правильную дорогу, которая приведет вас к высшей реальности, к высшему состоянию эволюции вашей души. В чем же тайны эволюции души? Мы уже все ближе и ближе подбираемся с вами к очень важным и основным аспектам эволюции вашей души. Друзья мои, тайна эволюции души состоит в том, что душа человека, ваша душа, имеет безграничные возможности и способности. Можно сказать так, это часть высшей души, единственной души в космосе. Это душа высшего Творца, Создателя. Есть только одна душа в космосе. Это душа Создателя, душа Творца, душа высшего разума. И эта душа, она делится на определенный пирамидальный уровень частиц, фрагментов. Имея определенный уровень фрагментации, ваши души других существ более развитых, имея потенциал, знание высшего разума. Душа — это и есть знание того, кто все создал. Она устремляется в процессе своей эволюции к переживанию этого знания на опыте. И если говорить о вашей душе, то это 3 фазы, 3 состояния – материальное, марантийное и духовное. В духовном состоянии, раскрывшись полностью, познав триединство, ваши души возвращаются туда, откуда все вышли, туда, где находится материнская душа, где находится изначальная душа, где находится основная, высшая душа, душа Творца, Создателя. Поэтому многие говорят о том, что да, вы автоматически в данный момент уже находитесь и в раю. Почему? Вы находитесь там, откуда вы вышли. Да потому что часть вашей души, ее основная часть, находится сейчас там, откуда прибыла ваша часть, та, которая сейчас в данный момент находится внутри каждого из вас. Но, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали такую тайну эволюции души. Все ваши души связаны друг с другом. Вы нераздельны. Им нельзя разделяться, нельзя воевать на планете, нельзя выделяться на планете, нельзя говорить тот хороший, тот плохой, тот не это, тот не то, нельзя. Вы все равно, все едины душами своими. Вы объединены определенными энергетическими состояниями, энергетическими нитями, энергетическими вибрациями. И вот эта энергетическая, душевная ваша такая, назовем ее паутиной, взаимодействие друг с другом, она взаимодействует, все ваши души взаимодействуют с основной, главной душой, которая в данный момент нашей жизни с вами находится в райской обители, в основном процессе творения. Рай является основным творческим процессом космической реальности. И там находится высшее Я, высшее состояние, душа самого Творца-Создателя. Итак, мы сегодня с вами говорили о том, что душа — это знание высшего разума. И внутри вас находится часть основы творческого состояния души. Эта часть приходит для того, чтобы переживать те знания, которые она имеет на опыте, на разных уровнях своей реальности. Вы скажете, как же? Это выходит, что душа хочет пережить и отрицательный опыт? Да, друзья мои, она хочет пережить и отрицательный опыт, и разрушительный. Для чего?
Да для того, чтобы понять созидательный, для того, чтобы понять опыт чистый, опыт высший, опыт любви, любви без условий. Ей нужно понять и осознать, что такое нелюбовь. Ей нужно понять и осознать, что такое страдание. Да, она хочет понять, что такое страх, но только на определенном уровне своего развития, в начале своей эволюции. Но, друзья мои, на таких планетах, как эта, существуют, как я вам говорила, опасности и ловушки, где душа на долгий период времени может застрять в определенном состоянии тяжелого опыта, где она познает жизнь за жизнью, воплощение за воплощением, состояние разрушения, страха, печали, безысходности, агрессии, злости, ненависти, жадности, сомнений, осуждений, вот низких вибраций. И так проживает много-много жизней. Но ее устремление состоит в том, чтобы душа все-таки, познав все трудности, проблемы и сложности, познала и высший опыт. Вот почему вы все хотите счастья, вы все хотите благополучия. Этого хотят ваши души. Они устремлены уже к познанию высшего состояния. Они устремлены к состоянию познания более совершенного духовного имманентного опыта. Они хотят лучшей жизни. Но все-таки что-то мешает вашим душам познать эту высшую реальность и высшее состояние любви. Что же мешает? А вот теперь внимание! Помимо вашего состояния души, здесь, на этой планете, участвует еще одна субстанция разрушительного характера, эгоистическая субстанция, которая может влиять и воздействовать на вашу индивидуальность. Индивидуальность служит в определенном состоянии взаимодействия с вашим разумом. И эта индивидуальность, которая исходит от разума человека, она в духовном эволюционном процессе души должна и просто обязана объединиться с состоянием, эволюционным состоянием души. Но с многими людьми это не происходит. Почему? Да потому что эго держит индивидуальность и разум человека в таких сетях, в таком угнетении, в таком страхе, в таком подавленном состоянии, что разумы многих людей не могут вырваться из-под этого гнета. Они не могут даже сделать шаг вперед навстречу объединения состояния души и разума. Да, мои хорошие, одна из тайн вашего духовного эволюционного развития состоит в том, чтобы вы объединили свой разум вместе с состоянием своей души, чтобы ваше мышление стало одухотворенным. Но на этой планете это происходит очень редко, потому как я сказала вам о том, что существует очень много ловушек и заблуждений, и очень сложно встретить знания мастера, который бы даровал вам целостное эволюционное развитие вашей души. Иногда сами мастера, находясь в определенных состояниях заблуждений, сами того не понимая своего заблуждения, навязывают человечеству заблужденный процесс, где душа вместо того, чтобы выйти из заблуждений, еще больше погружается в эти заблуждения. Что происходит с такими людьми? Происходит очень серьезное падение разного характера. Иногда душа настолько покидает индивидуальность человека, что она в неразвитом, нераскрытом, законсервированном состоянии возвращается в райскую обитель. Иногда она снова пытается родиться, снова выбрать жизнь, снова создать план эволюции жизни, судьбы, прожить судьбу и все-таки подняться из этой пропасти, из этого эгоистического гнета, который так усугубляет процесс эволюции человечества в данную эпоху нашей с вами жизни. Друзья мои, процесс эволюции души очень сложный, очень непростой. И говорить то, о чем я сейчас говорю, это только часть
глубины истины. Это только часть, очень малая часть тех высочайших, величайших знаний, которые ждут вас, которые хотела бы ваша душа не только раскрыть, но в первую очередь пережить это на опыте. Да, друзья мои, вашим душам мешают эгоистические структуры, мешает ум, который постоянно навязывает страх. Страх давит на вас, страх не дает вам возможности двигаться, и зачастую люди впадают в так называемый религиозный фанатизм. Как понять, как разобраться, не фанатики ли вы случайно, те, кто ищете Создателя, кто ищете правды, истины, знаний, вы случайно не фанатики? Как понять, как обыкновенному человеку осознать это? Я вам расскажу, как я это понимаю, как я вижу. Если вы ищете знаний, ищете тайн, сокровенных тайн, и хотите раскрыть эти тайны, и раскрываете их, и испытываете в состоянии раскрытия тайн души радость, счастье, наполненность, бесстрашие, величие, свободу, значит, вы на правильном пути. Но если вы молитесь Богу, становитесь на колени, целуете кресты, рясы, вяжете ниточки на своих ручках, бьете поклоны, что-то делаете, то, что взывает, что обращает вас к высшему разуму, к Творцу, к Создателю, но при этом вы испытываете страх, вы испытываете сомнения, вы испытываете недоверие, вы испытываете непонимание, вот вы это делаете, вы кланяетесь, вы молитесь, но вы не знаете, почему это вы делаете и правильно ли вы это делаете. Это уже показатель того, что что-то здесь не так, что-то не то. Если в вашей жизни ряд определенных трудностей, проблем, болезней, недомоганий, сложностей, безвыходных ситуаций, такого, знаете, непонимания в семьях, нет единства в семьях, нет тишины, нет радости и счастья, это опять-таки показатель того, что ваши души находятся в темнице. Они недополучают нужного, душевного, духовного, истинного, правильного опыта. Они не могут пережить то, что хотели бы пережить. Ведь они все-таки в поисках. И если вы сегодня смотрите эту передачу, и неважно, какими будут ваши мнения в конце этой передачи, неважно, каким будет мировоззрение, неважно, каким будет ваш, скажем, заключающий итог и понимание этой передачи, неважно, если вы ее смотрите, это показатель того, что вы в поисках, это показатель того, что вы хотите познать истину, вы хотите разобраться. И если вы ощущаете своей душой, что все то, о чем я говорю вам, ложится вам на душу, и вы согласны со всем тем, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это говорит о том, что вы нашли меня, вы встретили того, кого вы хотели встретить. Если все-таки вы выражаете какое-то негодование, несогласие, какое-то непонимание, какой-то очередной эгоизм, друзья мои, значит, я не ваш учитель, значит, эта лекция не для вас. Но я бы вам порекомендовала искать дальше, и вы все-таки найдете ответы на те вопросы, перед которыми стоит ваша душа. Вы знаете, многие люди, которые очень много перечитали, очень много слушали разные лекции, люди, которые в поисках, они очень часто мне говорят: вы знаете, очень много всего прошла. Но вот встретив вас, я почувствовала, что вы – это то, что мне понятно. Вот я понимаю, о чем вы говорите. Вот это показатель того, что резонанс человека вошел с моим резонансом в один единый составляющий такой контент, и это дает возможности, друзья мои, дальше слышать друг друга. Но есть люди, у которых очень сильное эго,
И они не могут, их души не могут услышать состояние моей души. Они не могут войти со мной в резонанс, а значит и не слышат. Да, друзья, многим мешает эго. И еще очень большая проблема то, что многие не могут понять, что это в них эго говорит. Многие не могут этого переосмыслить и осознать. И многие находятся и остаются дальше в духовной слепоте и в темноте. Хотя они в поисках, они ищут истины, они ищут правды, они ищут эволюции своей души. Вы скажете, как же быть таким людям? Ведь таких так много, ведь так много сейчас расприй в семьях, ведь так много сейчас трудностей, сложностей, проблем. Как быть таким людям? Продолжать поиски. Как говорил Христос вам, стучите и откроют вам, ищите и найдете, ищите, друзья мои. Что может помочь таким людям? Трудности, сложности. А такие люди, которые много начитались, много спорят, много противодействуют, это люди, которые недополучили отрицательного опыта. Им нужен этот опыт, им нужны еще шишки, им нужны еще страдания, трудности, которые будут их лекарством. И в будущем, все-таки переживя эти трудности, сложности и проблемы определенного характера, они найдут истину, они встретят того, они даже услышат того, кто вещает эту истину, они будут готовы ее слышать. Если сейчас пока еще спорят и противодействуют, не готовы слышать, эго закрыло им ушки, и они не могут слышать. Их души в темнице и тоже не могут раскрыться. И только через трудности, через страдания, через боль, через безысходность эти люди все-таки пробудятся и больше не будут спорить, и не будут никого оскорблять, и не будут воевать, и не будут завидовать. Наоборот, все, чего они будут хотеть, спасти себя и выйти из тех заблуждений, трудностей и сложностей, в которые они попали. Да, друзья мои, сейчас очень непростое время испытаний, время разделения, где мир действительно делится на очень страшное состояние и на то состояние, которое мы называем восхождением ваших душ. Души начали свой процесс восхождения, и уже этот процесс остановить просто невозможно. Вы все равно будете этот процесс совершать. Рано или поздно вы найдете ответы на все свои вопросы. Ну и я сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы с радостью, с любовью и раскрыть вам тайны восхождения в конце нашей передачи. Итак, я готова к вашим вопросам. Друзья мои, меня просят не так быстро. Сергей Аркадьевич зачитался, увлекся, заслушался, увлекся. Вот, друзья мои, потерял бдительность, а нужно быть всегда бдительным. Но он уже взял себя в руки и готов читать ваши прекрасные, я надеюсь, вопросы. Поехали! Добрый вечер. Вопросов много, но прежде чем зачитывать вопросы, хочу немножко ответить тем, кто очень внимательно смотрит на картинку и интересуется, а что это, почему там часы. Значит, это просто часы, они ничего не значат. Брошка на костюме Натальи Владимировны — это просто брошка, это не какой-то символ. Книги на заднем фоне — это просто книги, ну а цветы — это просто цветы. Итак, вопросы. Гульнара из Астаны спрашивает: Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, есть ли шанс наших близких, ушедших 30-40 лет назад, попасть каким-то образом в миры обительские? Нет, друзья мои, нет такой возможности. Почему? Потому что они не достигли и не нужного духовного опыта и состояния.
Они не подготовили себя к этому духовному восхождению. Кто попадает в миры обительские, это люди, которых вы называете святыми. Вот так вы их определяете. Вот святой Николай Чудотворец, кстати, сейчас продолжает свой этап эволюции в мирах-обителях. Мария Магдалина, она тоже продолжает этап эволюции в мирах-обителях. Те люди, которых вы считали люди непростые, имеющие экстрасенсорные развитые способности, духовную подготовку, духовное состояние. Только они могут попасть в миры обителей. Те, кто умер, но был на пути к этому этапу духовной эволюции и развития, они воплотятся, они получат возможность, кстати, не так-то просто эту возможность получить, на воплощение, воплотятся еще раз, и если у них ранее был потенциал к духовному развитию, там их немножко еще подготовили к духовному развитию в тонких измерениях, и придя опять в воплощение, они постараются все-таки стать и подготовить себя к эволюции в миры обителей и стать на путь эволюционного восхождения души. Я в конце нашей передачи расскажу, что нужно делать для того, чтобы быть готовым, и как определить, готовы ли вы в данную минуту своей жизни к жизни в мирах-обителях, в том Царстве Небесном, о котором говорил Христос, и не только Он. Следующий вопрос от Виктора из Днепра. Наталья Владимировна, как долго душа Иоанна Крестителя будет выполнять ту роль, которую она сейчас выполняет, и не задерживает ли ее это продвижение к краю? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не занимаюсь такими вопросами, и это вопрос более высших субстанций, которые служат в более высших сферах и ведут этот вопрос, занимаются эволюцией души Иоанна Крестителя. Могу сказать, что время-то там течет по-другому, все там по-другому, все намного быстрее, все намного прекраснее, и тот процесс, который он выполняет, это прекрасный процесс. Я думаю, чувствую так и думаю, что такую должность просто так и временно не дают. Такая должность уже если и вручается определенной личности, то значит личность в этом процессе и будет совершать свой процесс эволюции. Да, он возглавляет сейчас комиссию, очень серьезную комиссию с так называемых 24 старцев и является главой этой комиссии в мирах-обителях. Но это не тормозит его в процессе эволюции. Нет, друзья мои, не тормозит. И он, имея этот процесс, скажем, такого серьезного восхождения, совершает еще и другой труд. Могу вам сказать, что не так часто в миры обителей с этой планеты приезжает народ. Не так часто. Все-таки этот путь эволюции, он со скрипом дается человечеству на этой планете, с большим скрипом, таким скрипом, с такой тяжбой. Все-таки он совершается, но не так легко, не так просто. И, как правило, он востребован в процесс и в момент глобального воскрешения, мирового воскрешения, которое будет очередной раз в 30-м году нашей с вами эпохи. Да, в 30-м году этой эпохи будет воскрешение, эпохальное воскрешение, планетарное воскрешение людей, которые дожидаются жизни, следующей эволюции в мирах-обителях. Благодарю. Алексей из Днепра задает вопрос. Влияет ли коллективное сознание на эволюцию восхождения души? Есть ли коллективное бессознательное в марантийном и духовном состоянии на втором и третьем этапе эволюции души? Скажу вам, Лёш, что очень влияет коллективное бессознательное вообще на эволюцию души. Оно-то в принципе и сдерживает эволюцию души. Оно в принципе и препятствует эволюции души. И одна из моих задач — создать на этой планете духовное, единое сознание,
Сознание моих учеников, осознанных, здравомыслящих, контролирующих свое внутреннее состояние, свои чувства, эмоции, людей, которые являются примером для всего человечества. И задача состоит в том, чтобы эти люди создали свое духовное сознание на этой планете. Тогда, друзья, ваше духовное, наше с вами духовное сознание подтолкнет и ускорит процесс эволюции на планете и создаст новое общество, общество высокоразвитых, духовно развитых людей. Если в мирах-обителях коллективное бессознательное? Нет, в данный момент нет. Была путаница, были заблуждения в момент восстания, ведь восстание все-таки произошло в мирах-обителях. Сейчас уже это, этот огонь потушен, уже потушили давно, и многие заблудшие, кто пошел за падшими существами и совершил также падение, многие уже вернулись на путь духовной эволюции, духовного развития, а те, которые не вернулись, их просто изъяли из миров обителей и поселили их на определенных планетах, которые находятся в закрытом состоянии, где дают им возможность этим более высокоразвитым существам падшим исправить свои ошибки, осознать свое падение, осознать свои заблуждения и вернуться все-таки на путь духовной эволюции. Ведь мы с вами знаем, все когда-то вернется туда, откуда все вышло. Благодарю вас за ваши очень серьезные вопросы и очень нужные людям. Спасибо. Ольга Ровна, скажите, пожалуйста, в семью приходят постоянно те души, которые имели уже родственные связи? Зачастую да, друзья мои. Я бы сказала так. Происходит так называемая группировка душ, которая группой эволюционирует этапами. В среднем, как я вам когда-то в одной из передач рассказывала, душа пребывает в тонком измерении 500-600 до 1000 лет в среднем. Потом этапами, кто-то раньше, кто-то позже, а кто-то и не хочет родиться, а кто-то родился, а кто-то там еще дожидается следующего воплощения, но оставляет своих потомков, которые связаны будут с душой того, кто дожидается. И этот потом придет тогда, когда уже эта родившая потомков душа уйдет, а останутся потомки и уже будет взаимодействовать с потомками. То есть тоже будет иметь часть состояния той души, которая эволюционировала. Вы называете эти души родственными. Что такое родственная душа? Ваши души делятся на 10 сегментов. Так вот, один из сегментов, вот все сегменты, это и есть родственные души. Они сейчас пребывают в разных измерениях, на разных уровнях и в разных процессах эволюции. Одни из них эволюционируют и рождены, другие находятся в тонких измерениях, приобретая свой духовный опыт эволюции. Людмила из Кембриджа спрашивает: нашей душе дано 1000 жизней для приобретения опыта и духовной эволюции. Эти жизни должны быть прожиты только на планете Урантия? Да, Людочка, вот эта 1000 жизней, она касается именно этой планеты. Только этой планеты. Вы рождены на этой планете, вы созданы на этой планете. И здесь для вашего эволюционного этапа и восхождения вам отведено 1000 жизней. 1000 обитаемых планет в локальной системе, 1000 вселенных. В общем, число 1000 – это сакральное число, и оно не просто число 1000. Но сейчас вот я вижу в данный момент, так как я работаю с огромным количеством людей, и я вижу, что приходят люди, души которых прожили срединное состояние эволюции, 500-600 жизней. Не все, да, многие 700, более 700 жизней и не прожили. Но они настолько устремлены к дальнейшей эволюции, и я понимаю, что они приобрели шанс, возможность и понимание, и желание не жить здесь 1000 раз, не воплощаться, а раньше достичь
более высокого эволюционного этапа развития, марантийного состояния развития в мирах-обителях. Они устремлены к этому, они очень хотят. Очень часто приходят люди, которые говорят мне: вы знаете, я больше ничего не хочу, кроме эволюции своей души. Меня больше ничто не интересует, только это. Я хочу только этого. Я буду делать только это. Все буду делать для того, чтобы это и было в моей жизни. Это, между прочим, показатель того, что душа устремлена к более высокому уровню развития. Хотя я просматриваю прошлые жизни и количество воплощений, там не так уж и много. В общем, там еще долго до 1000 жизней. Где-то 624 жизни, 628, до 700 жизней. А человек уже хочет эволюционировать дальше. Почему? Могу сказать почему. Вы знаете, ваши души, они очень мучаются на этой планете. В падшем состоянии, на планете падшей, где правят потомки падших богов и создали управленческую власть на этой планете, душам очень тяжело. Они не могут дополучить того нужного, духовного, качественного опыта, которого бы хотели. Не могут. И они уже настрадались так и намучились так, что они говорят: вы знаете, мы землю будем грызть, но мы хотим в миры обители, мы хотим облегчения, души хотят облегчения. Страданий уже во сколько, они не хотят больше страданий, они хотят облегчения жизни, они хотят радости, они любви хотят, они хотят любить, хотят быть любимыми, хотят познать эту безусловную любовь, спокойствия хотят уверенности в завтрашнем дне, свободы хотят, ведь многие живут эти 500-600 жизней в темнице, в страхе, в безысходности, в войнах, в агрессии, в депрессии, в разрушении. Да, друзья, и души многих людей так устали от этого, так устали. Они взывают о помощи, они просят этих знаний, они говорят: помогите нам, помогите. Больше нет сил вот быть здесь и терпеть все то, что приходится терпеть. Да, друзья мои, очень тяжело сейчас, да и было очень тяжело. Если вы посмотрите историю человечества, войны, войны, войны и разрушения. Хотя было и то время, где были на этой планете духовно развитые личности, боги жили на планете и служили примером человечеству, примером чистой любви, правильным восхождением, правильным, не иллюзорным духовным развитием, а правильным, истинным духовным развитием. Благодарю вас за ваш вопрос. Крепости и силы вам. Следующий вопрос. Нина спрашивает: если душа была в прошлой жизни воином и погибла на поле брани, она может находиться в забвении 300-500 лет и вернуться только в 20-21 веке? На этот вопрос ответить однозначно нельзя. И да, и нет. Вообще, если вы посмотрите на знания истины божественные, вы увидите, что практически во всем присутствует божественная дихотомия. То есть и то, и другое, и плюс, и минус, и то правильно, и то правильно. Я не могу вам сказать, что эта душа попадет или туда, и будет в тонком измерении 300-500 лет. Не могу. Я могу сказать только в том случае, правдиво, если я буду рассматривать точечно, индивидуально, личностно душу того или другого человека, посмотрев, где она находится, какой период времени, посмотрев, какое время еще будет находиться, можно говорить об этом точно. Пока можно сказать в общем и да, и нет. Может и быстро воплотиться. Все зависит от состояния души, в котором она уходила с поля боя, в
каком состоянии она умирала, какие цели она имела, чего она хотела даже, ну скажем, воюя и убивая этой шашкой или там каким-то другим видом оружия. То есть каковы были ее устремления. Ведь многие люди идут на войну не по своей собственной воле. Многих заставляют это делать, и многие в душах своих имеют совершенно другое желание быть восходящими, но по тем или другим причинам, которые тоже имеют свое объяснение, не имеют такой возможности. Это та тьма, которой окутана сейчас планета, и тогда была тоже окутана. Нужно смотреть индивидуально каждую душу каждого человека, только тогда можно сказать точно. Следующий вопрос. Ольга из Энергодара спрашивает, когда будет достигнута цель души, и она вернется к материнской душе, что потом? В чем будет заключаться дальнейшая деятельность существования таких душ? Что они там будут делать? Друзья мои, когда произойдет это возвращение, великое возвращение, душа уже войдет и вернется в состоянии той души, которая там. То есть и вернется не просто в знаниях состояния той души, которая в раю, а вернется уже в опыте, раскрытом опыте. Дело в том, друзья, что сейчас ведется работа в молодом, недавно по космическим меркам созданном космосе, только внутри космоса, и развиваются границы внутреннего космоса. Но есть еще огромные границы внешнего космоса, которые находятся сейчас в состоянии туманностей, в неразвитом состоянии. Так вот, когда души с этой планеты вернутся в рай, хотя в раю сейчас еще нет ни одной души с этой планеты, став совершенными, как творцы, как подобие того, кто их создал, уже в раскрытом, даже пережитом процессе эволюции состоянии, раскрывшим свое триединое состояние, триэтапное состояние, они, как творцы, будут посещать внешний космос и заниматься как творцы-создатели, как подобие высшего разума, как сам высший разум, высшая творческая сила в совершенстве будут создавать локальные вселенные, будут создавать галактики, будут создавать сверхвселенные, будут заниматься развитием внешних границ космоса. Да, друзья мои, представьте, что вы достигли этого состояния. Вы творец, вы создатель, вы стали высшим разумом. Ну что же, вы сядете на печи и будете сидеть в этом состоянии? Нет, вы захотите это все опять пережить на опыте, уже как творец, как высшая субстанция, как совершенное существо. Вы захотите заняться более высшей деятельностью Творца-Создателя. Но и это не будет завершенным. Вы опять вернетесь туда, откуда вы пришли. Более того, если вы, войдя впервые в рай, войдете все-таки, вернетесь, вы получите возможность возвращаться туда в то время и в тот момент, когда вы сами этого пожелаете. В первый раз вошедший в рай получает возможность восхождения в вечности. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ну, тут много вопросов спрашивают. Обещали рассказать, как определить возраст души, как определить предназначение души. Наталья Владимировна обещала в конце. Мы еще не заканчиваем, поэтому наберитесь терпения. Мы обязательно в конце. Наталья Владимировна расскажет об этом. Гюльнара спрашивает, что делать, если душа не упокоена? Посылать любовь такой душе, молиться за такую душу своими словами, молиться своей душой, взывать своей душой, посылать своей душою любовь, милосердие, понимание и осознанность такой душе. Сейчас многие души неупокоенные, и многих держат материальные привязки.
К большому моему сожалению, человеческие души привязали сейчас к материальным привязкам. Иметь то, иметь это, служить материальному, желать скупить весь мир, а скупив весь мир, желать власти над всеми. К сожалению, друзья мои, таких ловушек сейчас много, и не каждый может их рассмотреть. Это, кстати, одна из ловушек в эволюции души. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Нелли. Это перевод с английского языка. Очень интересный вопрос. Мне самому интересно услышать на него ответ, потому что я получаю очень много писем от людей, которые очень любят животных. Вопрос. Когда я плачу по животным, которых ведут на убой, плачет ли это мое эго или моя душа? Все зависит от того, что вы испытываете, что вам навевает понимание плакать, расстраиваться, переживать. Ну и в первую очередь, я думаю, что все-таки эго. Почему? Потому что нет понимания того, что смерти не существует, и у животного нет души. У животных совершенно другой процесс индивидуальной эволюции, совершенно другой, не такой, как у человека. Но я думаю, что здесь не обошлось и без сострадания, милосердия, сожаления. Конечно же, не обошлось. Конечно же. Знаете, друзья, эго такое хитрое, оно старается использовать любой момент, любой случай. И, кстати, духовное развитие человека также. Многие становятся фанатами только потому, что попадают в сети эго. И даже не понимают, как они находятся в этих сетях, и не понимают, что находятся в сетях. Да, друзья, эго не брезгует ничем. Оно старается использовать любую возможность, чтобы подпитаться энергией человека. И когда вы плачете, расстраиваетесь, конечно же, вы превращаете свою энергию в низкую вибрацию, от чего потом болеете, страдаете и разрушаетесь. Да, мне очень жаль, что так на этой планете. Если бы вы знали, мои хорошие, как я много думаю о жизни на этой планете, о вас, обо всем происходящем, о тех заблуждениях, о той иллюзии, которая существует, в которой многие живут, ссорятся, скандалят, не понимают друг друга, разводятся, ненавидят, вот в состоянии депрессии, страха, что не будет, что потеряют, что заберут и так далее, и так далее. Как мне жаль, что все так. И я знаю, что нужно сделать, чтобы так не было. Только сделать это в один момент невозможно. Невозможно. Нужно, чтобы многие люди стали осознанными, многие люди стали духовно развитыми. Хотя бы 30% людей на планете. Хотя бы. Тогда они создадут, как я сегодня уже говорила, определенное духовное, развитое, осознанное духовное сознание, объединенный разум с душою. И таким образом будут излучать высокие вибрации тем заблудшим, которые находятся в темноте и в слепоте, и в непонимании, и даже не могут сами этого понять, что они в непонимании и в заблуждении. Посылая эти вибрации заблудшим душам, им можно будет помочь. Понимаете? Есть такое выражение: один в поле не воин. Надо, чтобы стало людей духовно развитых, осознанных, объединенных, создавшим свое духовное сознание на планете как можно больше. Только тогда мы сможем помочь и тем, кто уже умер, заблудшим душам, и тем, кто может стать заблудшими, и тем, кто ищет спасения. Вот так, друзья. Я уже очень много передумала, очень много все взвесила. Я и продолжаю об этом думать, и продолжаю действовать. Я не только думаю, нет. Я действую, я делаю, я беру и делаю. Я беру и создаю такое общество, и создаю такое сознание, и работаю со всем человечеством планетарно, на планетарном уровне. Более того, прорабатываю не только план физический земной, но и тонкий план, астральный план, ведь там находятся заблудшие души. Следующий вопрос.
Немножко уточняю Наталью Владимировну, не создает не организацию, а общество. Общество людей, объединенных одной философией. Следующий вопрос. Камила из Брюсселя. Может ли душа, находясь в физическом теле, осознавать или чувствовать свое тело в параллельных мирах и пребывать в этих параллельных мирах? Да, Камила. Может научиться. Человек может этому научиться. Человек и его тело сейчас использует только 8% своих возможностей. Вот так мало, к сожалению. А вы можете научиться, и в будущем я научу вас, пребывая в физическом теле, подняв свое сознание на очень высокий уровень, ощущать себя в тех измерениях части своей души, где они находятся в данный момент вашей жизни. Да, конечно, можете, но ведь вы же подобие Творца-Создателя, вы его дети. Как вы можете чего-то не уметь или чего-то не суметь? Вы можете все, вам просто надо этому научиться. А чтобы научиться, нужно к этому подготовиться. Не каждый человек и научиться может. Не каждый человек. Да не каждый готов учиться. Следующий вопрос. Немножко разрядим обстановку. Пришел из Беларуси вопрос такой от Надежды. Я здесь первый раз. Может, мой вопрос глупый, но зачем Творцу все эти хлопоты нужны по созданию миров, планет, душ? Ему что, скучно? Ну, это говорит о том, что вы вообще ничего не знаете. Природы Творца не знаете. Понимаете, друзья? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нет, ему не скучно, ему совсем не скучно. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу знаний и понимания о природе Творца. Хотя бы чуть-чуточку. Вообще, чтобы полностью это понять, надо проэволюционировать вашей душой в трех состояниях, в трех фазах, в трех состояниях жизни, раскрыв многогранность Творца, Создателя его души. И на это вам дана вечность. Но чтобы хотя бы сейчас чуть-чуть вы это поняли, я постараюсь вам рассказать. Творец-Создатель, как высшая творческая сила реальности, сила, подпитывающая и создающая космическую реальность, никогда врат райской обители не покидал и не покинет. Но с собой, своей энергией, генерированием из себя энергии, это примитивно очень, но так, чтобы было понятно вам, он, изливая свою энергию в космическую реальность, создавая существ, владеющих этой энергией и управляющих даже этой энергией, и вы также в том числе управляете этой энергией, он через вас, создавших свое подобие детей, сыновство свое, познает себя на опыте, ведь он находится в раю. Друзья мои, хоть он и в раю, но он частями себя, вами, проживая жизни через вас, находясь в вас, эволюционируя через вас, таким образом познает сам процесс своего творения. И в своем познании процесса себя творения, себя как Творца, он тоже эволюционирует. К какому уровню? К уровню Абсолюта. Над Творцом-Создателем есть еще более высшая субстанция, в состав которой Творец входит, но войдет и станет совершенным и раскроет в себе Абсолюта после того, как свершит величайший процесс творения в космической реальности, внутреннего космоса и внешнего космоса, продемонстрировав Абсолюту, а заодно и раскрыв способность Абсолюта, потому что Абсолют – это не раскрытое состояние, это все, что есть в космосе, все состояние. Творец-Создатель раскроет в себе, как в Творце-Создателе, природу Абсолюта, в состав которой он входит. Вы входите в состав Творца, Творец входит в состав Абсолюта. Вы эволюционируете к Творцу, Творец через вас эволюционирует к Абсолюту. Получается, что и вы, и Творец
Все эволюционируем к абсолюту. Это конечная точка, это конечная цель. И без процесса творения, ведь Творец что делает? Творит. Создатель что делает? Создает. Да, он создает через энергию свою, через части себя, через совершенных существ, которых он тоже создал, он познает себя как Творца. На что же он способен? Что же он может сотворить-то? И как же он это может понять, если он не сотворит? Понимаете? Ну, хоть чуть-чуть. Следующий вопрос. Так, друзья, тут мне нужно небольшую техническую проблемку решить. На секундочку прервемся. Продолжаем. Галина спрашивает: Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, а если человек в молодом возрасте ушел из жизни самоубийцей, может ли такая душа еще раз родиться? Может, если есть потенциал к духовному развитию, но долго не будет воплощаться. Почему? Причиной ухода является самоубийство. Но, друзья мои, многие люди сейчас уходят самоубийцами. Люди, которые убивают себя неосознанно, они это делают. Этот хоть осознанно уходит, там сам себе создает это и понимает, что он делает с собой. А ведь многие это делают это и не осознают. Люди, которые пьют, курят, которые принимают наркотики, которые едят отравленную еду, чипсы, сухарики, кока-колу пьют. Это люди-самоубийцы, они убивают себя. Они не понимают как, но это тоже самоубийцы. Такие люди долго не могут воплотиться. Почему? Они отвергают жизнь. Они не ценят жизнь. Они живут жизнь и, имея свое физическое тело, отравляют его, отравляют жизнь. Отравляя себя, они отравляют и общество вокруг себя. То есть они как паразиты, отравляющие, как токсины, отравляющие пространство. Да, пусть это неосознанно, они, конечно, этого не осознают, и это делают ради удовольствий, но они это делают. А в послесмертном опыте там не разбирают, как вы это делали. Осознанно, неосознанно делали, ответьте. То есть там нет такого понимания осознанное и неосознанное. Если ты делал это, ты за это обязательно ответишь. И неважно. Ну, делал неосознанно, так а кто тебе виноват, что ты был неосознанным? Надо было развиваться, надо было стать осознанным. Кто тебе виноват, что ты не хотел этого делать? Кто тебе виноват, что ты отвергал эволюцию и восхождение? Ведь ты создан Творцом-Создателем для того, чтобы эволюционировал. Но кто тебе виноват, что ты не захотел этого делать? Сам виноват. Виноват сам, сами ответь. Да, в тонких измерениях именно так. И именно по этому принципу человек и попадает, по этому принципу справедливости, да, то, что вы называете справедливостью, хотя это тоже такое расплывчатое состояние, справедливости нет. Все есть для чего-то. Так вот, по этому принципу люди и попадают в то или другое измерение своей дальнейшей жизни. Очень сложно родиться,
когда человек уходит самоубийцей. Очень долго и очень долго не воплощаются. Сложно подобрать родителей, сложно подобрать судьбу и так далее. Не оценил жизни. Жизнь надо ценить, друзья мои. Каждый день надо проживать как последний, в величайшей ценности, в величайшем понимании. Вообще, я вот вам порекомендую, да, совет, рекомендация. Живите состояние Творца. Вот видите все сотворенное и любуйтесь всем сотворенным. Ваша душа сразу будет наполняться всем сотворенным. Все будет наполнять вас, и растения, и животные, и стены, и здания, и люди. Все будет наполнять вас. Живите творением и радуйтесь в том, что это все создано. Ведь сколько миллиардов лет потрачено на то, чтобы был прожит сегодняшний день и сегодняшний момент жизни. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Виктория из Курска спрашивает. Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, в космосе важнее, верность или творчество? Верность. Самым главным, самым основным этапом эволюции является верность и преданность, а потом уже творческая сила. Не будет верности и преданности, у Люцифера не было. Натворил же. И вы видите, что натворил. До сих пор эта планета еще изживает его творение. И еще будет изживать. И еще трудности будут и будут. Да, друзья мои. Хотя он не был верным, но был тоже Творцом. Следующий вопрос. Татьяна спрашивает, куда уходят души, которых из тела изгоняют подселенцы? Остаются они рядом с оболочкой, чтобы ее поддерживать? И можно ли им помочь вернуться обратно в свое тело? Можно, и нельзя. Все зависит от многого. Вообще, если душа покидает тело человека, вернуться очень сложно. Очень сложно, поверьте. У меня был такой опыт, личный мой опыт, когда душа собиралась уходить, она выполнила все задания, и хотела покинуть тело человека, уйти в другие измерения, более высшие. Душа достигла даже нужного уровня духовного развития. Но человек не был готов, эго не отпускало такую душу, и приходилось просить душу остаться для того, чтобы дополучить еще более качественно высокого опыта и эволюционировать дальше. Не так-то просто умолить душу, чтобы она осталась. Как происходит в этом процессе подселения? Что значит подселение? Если бы вы имели возможность сейчас видеть на 12% эту реальность, на 12%, вы бы увидели, что каждый человек идет, а за ним такая энергетическая субстанция тоже вместе с ним идет, сидит на нем или рядышком тоже за ним там прыгает каким-то образом, имеющая разные формы в виде пауков, лягушек, в виде безобразных разных тонких форм, имеющая такое серо-темное, темно-зеленоватое, гнилое такое состояние, цвет гнили такой неприятный цвет. Вы бы увидели, что это так. Поэтому как мы можем это назвать? Подселенцами, хорошо, назовем подселенцами. Сущностями, хорошо, это тоже сущности. Структурами эго, энергетическими, да, и это тоже энергетические структуры эго. Вы поймите, любая ваша эмоция, любое ваше чувство, любая ваша мысль на эфирном плане, в котором вы тоже сейчас живете, имеет видимую оболочку. Вы своими мыслями и чувствами создаете эти формы. Они живые. Раз вы их создали, и они ожили живые, вы как создатели создали эти живые формы на астральном плане. Неважно, что вы этого не видите. Это происходит, если вы это чувствуете. Чувствуете, думаете, вы творите, вы создаете. И это некое подселение, состояние, существо, сущность, неважно, форма, астральная, эфирная, плазменная форма,
Она присасывается к своему родителю, кто создал, то бишь вы ее создали, и питается, да, оно хочет жить. Раз вы ему дали жизнь, оно продолжает жить. Ну вот так на самом деле. Следующий вопрос. Анатолий из Николаева спрашивает. Скажите, пожалуйста, данная ситуация, которая сложилась на планете, это ситуация закономерная или она спонтанная, вызванная результатом деятельности людей или каких-то определенных лиц? Ну, если вы имеете в виду то, что происходит, не хотят сущности, чтобы я о них рассказывала вам. Они хотят поменьше, чтобы вы знали, но я все равно буду вам рассказывать. Друзья мои, то, что происходит сейчас на планете, это и закономерность после такого падения. И все-таки, как бы там ни было, хоть падшие и изъяты с этой планеты, но живет их потомство. Живет этот нордический ген во многих людях. И многие люди обладатели этим нордическим геном. И нужно изжить многим людям это падшее состояние. Вот почему многие не хотят духовно развиваться. Потому что преобладает нордический падший ген. Ген разрушителя, ген того, кто хочет власти. Вот люди, которые желают власти, это люди, у которых очень развит этот ген. И пока это существует, пока это есть, да, все происходящее – это закономерность. Но если вы будете внимательны, во все трудные времена и века обязательно выковывается добро, обязательно выковывается то зерно, та чистота, то величайшее состояние, которое все-таки порождает духовное развитие, свершение и становление. Так вот сейчас как раз происходит такой этап, происходит такой процесс духовного развития. Огромное количество людей сейчас в поисках, огромное количество людей хотят разобраться во всем происходящем. Огромное количество душ устали от страданий. Они ищут спасения. Многие люди устали от болезней, от скандалов, от непонимания в семьях. Они просят о помощи. Таким образом, они ищут спасение и помощь себе, а заодно и развитие. Почему? Так невозможно получить помощь, невозможно навести порядок в семье без духовного развития. Невозможно быть богатым и счастливым без духовного развития. Невозможно быть свободным без духовного развития. Невозможно быть здоровым без духовного развития. Вы все хотите добра, любви, счастья, вы все хотите чистоты жизни, но не понимаете, что эту чистоту можно получить только благодаря духовному развитию и восхождению. А что такое духовное развитие? Так развитие же вашей души, развитие духа внутри вас, вашей души, вашего внутреннего чистого состояния, развитие вашего сознания, объединение вашего разума с состоянием вашей души приводит всех вас к прекрасной жизни. Вы очень часто меня спрашиваете, скажите, вот у меня такие проблемы, и то, и то, и то, и то, и то. А я могу помочь своей маме, а я могу помочь своему отцу, а я могу помочь своим детям. Я смотрю на таких людей и говорю, всегда отвечаю всем одинаково, можете. Конечно, можете, конечно, можете. Но сначала себе ж надо помочь, с собой надо совладать. В своей жизни надо навести порядок, в своей голове надо навести порядок, в своей душе надо навести порядок, подняться выше на ступень, а только потом можно стать и примером, и помощником своим близким. Только так, друзья мои, вы подрастите и поможете
ближним. И никак по-другому. Других методов не существует. И это тоже не просто и не быстро, но возможно. Это я могу сказать точно. Может, водички? Давай все-таки, наверное, сейчас постараемся рассказать о том, о чем мы обещали. О том, как определить возраст души, как предназначение души, потому что я не зачитываю эти вопросы, а их очень много. Ну давайте поговорим с вами, как определить возраст, предназначение. Опять-таки все уже буду говорить вам из собственного многолетнего личного опыта. Когда встречаешь молодую душу, и приходят на обучение эти души, тоже, кстати, в поисках, тоже хотят учиться, что происходит? Они во всем сомневаются. Вот ты рассказываешь, делай вот так и будет тебе счастье. Нет, не делают. Они делают все по-своему. И опять наступают на одни и те же грабли по много раз. Да, соглашаются, они не спорят. Не спорят почему? Воля слабенькая. Спорить может волевой человек. Безвольный он не будет спорить. Они соглашаются. Да, Наташа, да, ты говоришь, да, надо так. Да, вот это вот я сделала ошибку. Да, вот это вот так не надо было. Но свою думу думает и по-своему поступает. И опять ошибки. И вроде бы и учится, и книги читает, и передачи слушает, но все равно делает все по-своему. Почему? Есть ли этому объяснение? Конечно, друзья, молодая душа, она не может сразу поверить в то, что я советую и рекомендую. Ну вот не может. У нее нет опыта пережитого. И она что? Во моих словах сомневается. Поэтому все сомневающиеся в истине, в знаниях, о помощи люди в советах, все сомневающиеся, это молодые души. Им надо пережить свои ошибки по много раз, набить свои собственные шишки. И тогда, где-то к 60-70 годам, они уже повзрослеют, набив много шишек, дожившись до ручки, будут готовы делать все, только чтобы хоть чуть-чуть создать облегчение в своей жизни, потому что их жизнь будет состоять из кромешных трудностей и сложностей. Вот если вы видите, что в человеческой жизни проблемы на работе, с машиной, в семье, с детьми и так далее, проблемы, молодые души. Молодые души. Почему? Им нужен этот отрицательный опыт. Ну и когда они приобретают этот отрицательный опыт, набивают эти шишки, все-таки как бы там ни было, включается инстинкт самосохранения, выживания, и этот инстинкт, он активизирует им волю, и они начинают пробуждаться, они становятся сильнее. Да, не сразу и не за одну жизнь, им не одна жизнь нужна, им нужны десятки жизней. Но десятки жизней в трудностях и сложностях. Хотя, друзья, вы знаете, в связи с тем, что на планете падение произошло много сотен тысяч лет тому назад, на этой планете многие души уже понабивали себе шишек. Поэтому сейчас активно начали поиски духовного развития и становления. Очень многие люди стали духовно развиваться. Очень многие, просто массово. Что этому способствует? Обстановка на планете, трудности, которых в будущем будет еще больше. И именно они поставят человечество на путь духовной эволюции, которая приведет к счастливой жизни людей, ну и, конечно же, потомков этих людей. Выбор пути развития и выбор вообще жизненного пути для молодых душ, по всей видимости, диапазон более широкий, чем для старых.
да, друзья, более широкий. Можно сказать так. Молодые души могут поиграть в эту игру, эту. Здесь набить шишек, здесь набить шишек, здесь набить шишек. То есть им недостаточно опыта. Они могут проживать многогранный опыт. И да, он может быть и некачественным, но любой опыт – это уже приобретение. Это уже то, что является вашей ценностью. Даже отрицательный опыт – это тоже ваша ценность. Ведь благодаря отрицательному опыту ваши души понимают и устремляются к получению созидательного опыта. И это правильно, таков процесс. Знаете, я бы вам вот что хотела бы сейчас сказать. Было бы все бы по-другому. Было бы все бы да не так, как есть сейчас, в данный момент жизни, эволюции человечества. Было бы на все намного быстрее бы, если бы на планете были сообщества, духовно развитые сообщества, которые бы служили бы примером другим людям и подстегивали и вели бы людей по пути духовного развития, являясь примером. Для того, чтобы вы стали духовно развитыми, вам нужно, чтобы был пример, который вам покажет, как надо, что нужно сделать. Я сейчас расскажу вам, что нужно сделать, чтобы все-таки и в миры обители прибыть, и развить свою душу, и не набивать уже шишек, и не быть уже молодой душой, стать зрелой. Я сейчас вам расскажу, что нужно делать. Вот непосредственно брать и делать. Так вот, друзья мои, было бы все бы по-другому, если бы на этой планете были сообщества духовно развитых личностей, которые когда-то на планете были. И в тот период времени планета достигла определенного уровня статуса развития. Но после того, как произошло падение, все сразу было уничтожено. И эти высокоразвитые существа покинули эту планету и сейчас находятся в тонких измерениях этой планеты, но не на физическом плане. На физический план приходят некоторые, которые точечно хотят служить вам, помогать, вести вас, развивать вас. Вот они выбирают для себя такую задачу, жертвенность такой способ эволюции служить вам, помогать вам, вести вас. Они понимают сложности и трудности, все, с которыми они столкнутся здесь, на этой планете, живя среди вас, но они готовы на все ради вас, ради вашего спасения, ради эволюции ваших душ. И они приходят сюда, воплощаются среди вас, становятся вашими учителями, поводырями и ведут вас за собой, будучи примером для вас. Вот как понять, учитель настоящий или нет? Он пример во всем, и в житейском, и в духовном, и в обыденном. Во всем служит примером. Итак, мои хорошие, записывайте, как же понять, какая же вы душа, развитая или неразвитая, занимаетесь вы развитием или же фанатизмом духовным, религиозным. Духовного нет, религиозный есть фанатизм. Как же понять? Вот если вы присматриваетесь ко мне и смотрите, каким цветом маникюр, какие там, что там нарисовано, не нарисовано, какие часы, какие сережки, чего там какое, что там на себя повесила, и считаете это каким-то знаком, это фанатизм. Это чистой воды фанатизм. Друзья мои, не имеет значения, в чем вы ходите, что вы одеваете. Ну да, есть рамки, есть параметры красоты, понимания, культуры, морали, да, поведения, высокой морали поведения. Есть понимание, и все духовно развитые люди, живущие здесь на этой планете, они воспитанные, они культурные. Вот как понять, зрелая душа или нет? Она будет воспитанной и культурной, она будет примерной, она будет мудрой. А что такое мудрость? Когда вы учитесь на ошибках других, не совершая своих ошибок. Когда вы соизмеряете опыт других, не делая своего ошибочного опыта и выбора. Вот это есть мудрая душа. Но когда душа на грабли, когда она поверхностна,
Вот есть поверхностные люди. Они за все берутся, ничего не доводят до конца, могут бросить в начале пути свое дело, могут бросить посредине или в конце. Поверхностные люди. Люди, которые говорят, но не делают. Люди, которые не держат своего слова. Люди, которые не исполнительны. Вот приходят ко мне ученики, и я сразу понимаю, если человек исполнительный, вот сказано и сделано, это мудрая, зрелая душа, она достигнет высочайшего этапа и прибудет в миры обители. Душа, которая говорит, глазками хлопает, а делает все по-своему и сомневается, тут она думает так, тут она через полчаса уже сомневается в том, как она думала. Через 3 часа она вообще думает по-другому. А на следующий день она изменила полностью свое решение. Вот это молодая душа. Она и поступает так потому, что нет опыта, нет внутреннего убеждения. Ну и, конечно же, молодыми душами управляют эгоистические структуры. Эго управляет молодой душой. Душа зрелая, мудрая, душа серьезная, осознанная, душа воспитанная, культурная, примерный человек. Это душа, которая не наступает на грабли, перед которой, ну скажем так, откроются миры обители. Это душа, которую ждут миры обители, которую ждут личностные серафимы-хранители судьбы, которую ждут настройщики сознания, личностные, прибытие личностного настройщика, который поведет уже эту душу дальше и будет готовить к более высшим этапам развития и восхождения на более прекрасных, духовно развитых планетах. Друзья мои, как же понять, развиты вы или нет? Посмотрите на свою жизнь. Но посмотрев на свою жизнь, будьте справедливы к себе. Немногие люди могут быть справедливыми. Что не дает, что не пускает? Эго. Эго не дает. Эго всегда найдет оправдание, всему найдет оправдание. Но легче жизнь не становится, друзья. Будьте правдивыми. Как я вам всегда говорю, будьте чисты, как дети, кристально чисты. Будьте правдивыми. Не играйте в жизнь, живите. Будьте сами собою, нарабатывайте бесстрашие, нарабатывайте духовную мудрость, читайте, учите, слушайте, работайте над собой. Кстати, лень – это еще один показатель неразвитой души – лень. А теперь задайте себе вопрос, а вы ленивый человек? Если да, и на все 100%, значит душа точно молодая. Если вы можете сказать себе «нет», я трудоголик, я пахарь, я могу все, я не боюсь никакой работы, я могу сделать все. И мне не страшна работа, мне не страшны этапы, наоборот, новая деятельность, новые возможности, новые устремления. Это увлекает меня, это прекрасно. Вот это мудрая душа, древняя душа, духовно развитая душа. Она не имеет страха, она имеет понимание. А еще, друзья мои, один из аспектов развитой души, духовно развитой, это жить жизнь в понимании всего происходящего. Вот когда что-то происходит в вашей жизни, ведь на этой планете даже для духовно развитого человека не может быть все гладко. Не может быть, друзья. И для меня тоже не бывает гладко. Нет. По-разному есть, да. Но ты не боишься ничего. Но ты понимаешь, почему это происходит. Ты понимаешь, что тебе в этом мешает. Что в тебе или для тебя, или тебе препятствует. С кем ты борешься. Кто противодействует твоему труду, твоему выбору, твоим свершениям? Ты понимаешь? И чем с высшей планкой ты приходишь, с более высшим заданием, тем более сильным будет
противостояние и противодействие. И ты понимаешь, что если с обыкновенным человеком борется одна сущность, то с тобой воюет мир. Ты тоже это понимаешь, потому что ты взвалил на себя обязанность, ответственность спасти этот мир, помочь этому человечеству. Ты пожертвовал собой, и ты делаешь все ради этого. И ты понимаешь, что да, будут те, которые будут противостоять, которые будут с тобой воевать. Но ты этого не боишься. Ты не боишься этого. Ты ничего не боишься. Ты готов на все. Вот такой интересный вопрос. Как понять предназначение, с которым пришла душа? Или души же не приходят сюда просто нахвататься любого опыта? Видимо, есть определенные какие-то задачи. И вот можно ли человеку, скажем, не доживя до преклонного возраста, как можно раньше понять это предназначение? Друзья мои, я могу сказать так. В начале пути эволюции для ваших душ весь опыт – ценность. И плохой, и хороший, все за благо, все надо. Потому что она только начала познавать этот мир и себя в этом мире. Для нее еще много всего нужно сделать. Но вы уже далеко должны быть не в том состоянии, далеко. Вам уже всем нужно быть духовно развивающимися, пусть еще не развитыми, но уже устремленными к этому. Вот для таких душ, конечно же, есть задание, судьба, то, что вы называете судьбой, предназначение. В чем оно? Как его понять? Как его узнать? Как его совершить? Это еще сложнее. Понять ясно. Это развитие. Это открытие в себе возможностей. Например, ничего не бояться. Не бояться трудиться, не бояться совершать, не бояться любить, не бояться действовать, совершать. Это одно из, но только благодаря этому душа может эволюционировать. Если она отвергает опыт, она отвергает и саму эволюцию. И вот это бесстрашие в труде, осознанность, бесстрашие. Нельзя, понимаете, да, можно быть таким бесстрашным, но безумным бесстрашным. Это тоже неправильно. Здесь в ловушку вас поймает эго и будет ваше бесстрашие использовать. Этого тоже допустить нельзя. Нужно, чтобы бесстрашие было осознанным, разумным, понимающим, управляющим, где вы управляете этим бесстрашием и понимаете, и чувствуете поддержку свыше, поэтому вы и бесстрашны. Вы чувствуете силу в себе, что, кстати, и определяет ваш опыт духовного развития и предназначения. Предназначение у всех одно – эволюция и развитие. Но в связи с тем, что количество жизней разные, опыт у каждого свой, тоже разный у каждого человека. Души ваши, выбирая воплощение, выбирают в этом воплощении пережить вот такой опыт, такой, например, водителя, у которого будет 6-7 категорий, будет водить и грузовики, и все-все-все. Например, летчика, например, человека, который аграрий прекрасный, да? Человека, который просто мать, не познавшая ранее достаточно материнского опыта, поэтому у нее очень много детей, и она каждому находит и внимание, и время, и заботу, и любовь, и хватает ее для всех. Ей нужен этот опыт. Понимаете, ваша душа все-таки в процессе эволюции и развития, выполняя свое главное предназначение, все-таки выбирает мирские предназначения. А мирские предназначения вы выполняете через приобретение выполняемого вами опыта и работы. Помните, как я говорила? Трудиться надо. Пахарем надо быть, не бояться никакой работы, трудягой надо быть, мурахой надо быть на этой планете, работать, работать, работать и работать. Только через труд эволюционируют ваши души. Без труда деградируют. К сожалению, так. Да, мои хорошие, если вы таковы, если вы трудяжечки, если вы устремленные, если вы верите в лучшее,
и делаете все, чтобы было лучше не только для вас, но и всему человечеству, значит, вы выполняете свое предназначение. Вот так вот. Да. Спасибо большое, Наталья Владимировна. По вопросам, которые нам сегодня задавали, я понял, что я немножко ошибся в подборе темы. Нам нужно было, наверное, сначала в принципе рассказать, что такое душа, а не про восхождение души, потому что люди-то читают правильно, душа, и вопросы, но очень разночтивые. Вот, не все понимают, что же на самом деле есть такое душа. Мы будем заканчивать. Я обещаю, что мы еще вернемся к этой теме, более детально разберем, что такое душа. Спасибо, Наталье Владимировне, за ответы. Я задам все-таки еще один вопрос в конце. Мне он кажется достаточно интересным. Елена Ивановна задает такой вопрос. Почему душа должна эволюционировать именно в материальном мире? И проходит ли она эволюционные пути в других нематериальных мирах? Ну да, я же рассказывала об этом в начале нашей передачи. Душа по своему состоянию имеет триединое состояние эволюции. Это материальное. Почему? Потому что вы по природе материальные сыны Творца-Создателя. Что значит материальные? Вот в этом физическом материальном теле живет высший разум Создателя, душа. Мы поговорим, это я так примитивно вам ответила. И душа хочет познать себя, раз она, запущена в процесс, эволюционный процесс материального сыновства, то ей же надо эту природу материальной жизни и познать. А для этого ей нужно приобрести многогранный материальный опыт. Для этого отведено душе вашей 1000 раз, 1000 воплощений, 1000 возможностей, где каждый раз она приходит с новым заданием, вы называете его предназначением, где в состав этого задания входит приобретение материального-физического опыта. Уже как деткам в детском садике. Услышали? Вторым этапом душа, покидая этот мир, для нее уже созданы более развитые миры обители, Царствие Небесное, так называл их Иисус Христос. Кстати, день рождения скоро будет Иисуса Христа, 21 августа. Он родился 7 года до нашей эры. Так вот, друзья мои, приобретая эти возможности, уже созданы для души, для дальнейшей эволюции, миры более развитой духовной культуры, где она уже живет, эволюцию проходит и открывает свои сверхспособности, сверхвозможности. Тоже, кстати, через опыт, но уже в этих мирах-обителях, в марантийном состоянии. Это, можно сказать так, уже полуматериальное, полудуховное состояние. Это срединное состояние. Это состояние между материальным и между духовным. Марантийное, срединное. Она проходит этап эволюции там, и это не все. Это промежуточный этап, второй этап ее эволюции. А есть еще высший этап эволюции, духовный, где она в процессе своей эволюции тоже, кстати, через труд, через работу, если вы думаете, что там, в мирах-обителях или на других еще более развитых планетах, вы будете отдыхать только, вы заблуждаетесь. Вы везде будете приобретать опыт в том или другом состоянии. Так вот, достигая духовного эволюционного этапа развития, завершающего, третьего по счету, материальное, марантийное и духовное, ваши души пройдут фазы 6 уровней. Будут духом, душой 1 категории, 2 категории, 3, 4, 5 и 6. И как дух 6 категории, познавший весь космический опыт, проживя на огромном количестве планет, претерпевая огромный количественный опыт трансформации в бессмертии, она войдет, вернется в рай, как совершенное
состояние Творца. Вот так вот. Вот второй раз уже рассказала вам. 3 состояния. Вы триедины по своей природе. Созданы по образу и подобию, друзья мои. По образу и подобию. Имеете тело, разум и дух. Творец имеет природу, всеобщий Бог Отец, вечный Сын, бесконечный Дух. Триединое состояние. Пожалуйста. Вы его подобие, значит, вы тоже триедины. Но очень много религий, духовных направлений, особенно на Востоке, там развивают только 2 состояния человека. Вот разные направления, я не буду сейчас их озвучивать, где развиваются только 2 аспекта. 3-й аспект души не развивается. Ну вот так вот. Ну да ладно. Ваши вопросы – это свидетельство того, что вы ищете, но пока еще не знаете. Вы в поисках. Вы хотите знать, а чтобы знать, надо учиться и трудиться. Учиться просто без труда – это пустое. Так делают молодые души, поверхностные. Нужно все то, чему я вас учу, применять в жизни на опыте. Делать. Я всегда говорю своим ученикам: делайте. Что ж вы послушали, хорошо, но нужно услышанное внедрить в жизнь. Тогда жизнь станет прекрасной, а души совершенными. Друзья мои, мы будем завершать нашу работу. И еще раз повторюсь, я соскучилась за вами. Соскучилась, и сегодня была так вот в таком приподнятом состоянии, даже таком эмоционально излучающем. Я очень хотела донести до вас эти великие тайны, великие истины, которые познать можно только благодаря эволюции вашей души. И мы познаем, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы, но не сразу, не сейчас. Да и, друзья, как вы понимаете, есть противоборствующая сила на этой планете. И я не все вам могу говорить, не все тайны могу вам раскрывать. Хотя так хотелось бы. И я обязательно это сделаю, как только появляется такая возможность. Я благодарю вас за ваше внимание, за то, что были сегодня со мной. И если мне сегодня удалось хоть чуть-чуть своей энергией украсить вашу жизнь и облегчить ваши трудности и страдания, и хотя бы чуть-чуть помочь вам на жизненном пути восхождения, я поблагодарю Создателя за возможность, которую Он мне даровал для вас. Живите счастливо, любите друг друга, объединяйтесь, друзья. Разделял вас Люцифер, Творец вас объединяет. Наша сила духовно развитых людей в единстве. Запомните это на века. Творец созидает и здравствует. Вот и вы созидайте этот мир, только созидайте, не проклинайте, не завидуйте. Не завидуйте ни мне, ни другим, никому не завидуйте. Радуйтесь победам других людей, тогда и ваши победы будут свершены. До новых встреч, друзья мои, до новых передач. До свидания.